Всем привет! И в этот раз из Хургады. И что вы видите на заднем плане? Логотип отеля сети Rixos. Да, мы в Риксосе, но на этот раз в Хургаде. Многие привыкли считать, что Египет заканчивается только на Шарм-эль-Шейхе. Но нет, в Египте есть второй по значимости потрясающий курорт Хургада. И в этот раз мы здесь, именно в Хургаде. И мы выбрали, конечно же, для первого раза самый лучший отель. По мнению туристов, Rixos Premium Maghavish Suite and Villa. Rixos Premium Maghavish – это 255 тысяч квадратных метров. Здесь только 8 различных типов номеров. И это не считая нового корпуса Bayview. Здесь 104 виллы, которые достигают размера 110-117 квадратных метров. С собственным бассейном, с 2 спальнями. И вы можете даже заказать личного батлера, который будет к вам каждое утро приходить и приносить свежий завтрак и готовить его. Это просто пушка, это топ. Ребят, давайте зайдем в номера, посмотрим пляжную зону, попробуем все блюда в ресторанах а-ля карт. Я думаю, это будет интересно. И обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, ставьте колокольчики. Ну что, поехали! Давайте теперь с вами проедем по территории на вот такой вот машинке. Это у нас главный ресепшн. С левой стороны въезд в отель, а с правой стороны въезд на территорию Bayview. Это абсолютно новая территория. С левой стороны мы сейчас видим торговые различные площади, где можно купить какие-то сувениры. Есть аптека, есть масла. Здесь зона отдыха прямо под ресепшеном. Отель, напомню, 255 тысяч квадратных метров, построен в 2021 году. Зона Анаяна Спа, где есть спортзал, различные спа-процедуры, массажи, хамамы. Это главная арена, где происходят вечером различные мероприятия, живая музыка, концерты. Также на этой территории есть рестораны а-ля карт и вход в главный ресторан Туркиз. Очень небольшое количество на улице посадочных мест. Неизвестно почему, люди предпочитают, скорее всего, сидеть внутри. Отельный автобус курсирует каждые, наверное, минуты 2-3. Чтобы объехать всю территорию, понадобится минут 8 ориентировочно. Там у нас главный бассейн, мы сейчас заедем к нему с другой стороны. Это панорама-бар, это, наверное, изюминка отеля Rixos Maghavish. Там можно вечером чилить, отдыхать, слушать музыку, а днем просто сидеть с чашечкой кофе и наслаждаться Красным морем. Очень красивые виды. Там будет новая территория, достраивается Bayview, будет огромный бассейн, сцены, но это, наверное, уже в следующем видео. Прямо у нас будет еще один пляж, ресторан а-ля карт Миконос, также кабаны и будка с экскурсиями, где можно заказать что-то. Здесь у нас стрит-фуд зона, можно какие-то бургеры, шаурму заказать в течение дня, бразильский ресторан а-ля карт, итальянский ресторан а-ля карт и тапаньяки, он за дополнительную плату. Главный бассейн, где происходят в течение дня все активности, такие как акваэробика, аквафитнес. Конечно, около каждого бассейна есть свой бар. Еще один пляжный бар, стритфуд на пляже, где можете заказать различные тосты, бутербродики, гюзельми. Ресторан Сальт – это а-ля карт ресторан с морепродуктами. Общая протяженность пляжной зоны в Rixos Premium Maghavish составляет 1 километр. Тут у нас зона с мороженым. Это зона Vanilla Ice Cream называется. Можно заказать мороженое Movenpick с различными добавками, топпингами. В Premium Maghavish только 8 типов различных номеров. Это сьюты, пул виллы, даже есть королевская вилла. Всего 240 только номеров сьют площадью 53-73 квадратных метра. Также 104 виллы. Очень чистый пляж, обратите внимание. Все чисто, все убрано, подстрижено. Да, конечно, это не Красное море, как в Шарм-эль-Шейхе, здесь вы кораллы не увидите. Но если хотите посмотреть, то надо брать небольшую экскурсию на лодке, и вас отвезут примерно в 10-15 минутах, и там можно будет на небольшой глубине поплавать и посмотреть на рыбок. Вот здесь у нас королевская вилла, общая площадь территории вместе с виллой 944 квадратных метра. Это роскошная, полностью мебелированная вилла с 2 спальнями,
кроватями, двумя комнатами, двумя отдельными комнатами для дворецкого, прислуги. Если вы ее снимаете, у вас будет личный шеф-повар, личный батлер. Стоимость может достигать $5000 в сутки. По всей территории расположены вот такие маленькие виллы. Эти виллы с личным бассейном. Ну как с личным? Вокруг бассейна будет 5 вилл, то есть по факту это полуличный бассейн. Вот как вы видите, около 5-6 вилл. Вы ходите, плаваете, загораете, и никто вам не мешает. Территория настолько большая, что вы просто не будете встречать здесь других гостей. Все настолько рассортированы по всей территории, никто никому не мешает. А здесь у нас территория Lotus с еще одним бассейном и баром. Там есть свой бар, свой бассейн, очень тихий, тоже, конечно, подогревается в зимний сезон. Кстати, да, на территории 30 бассейнов, и все они подогреваются в зимний сезон. Конечно, мы к ней вернемся немножко попозже и все посмотрим более детально. Это у нас органический сад с различными растениями, посадками, цветочками, фруктиками, овощами. То есть это как большая такая теплица. Здесь отель Rixos пытается показать, что все можно вырастить без химикатов. Все только натуральное. Детский клуб Rixi Club работает каждый день с утра до вечера. Приходите, оставляйте своего ребенка, оставляйте свой номер телефона, свои контактные данные и можете смело уходить. Дверь ребенок не откроет и никто отсюда не выйдет. Прям звучит страшно. Никто не выйдет, но зайдут. И теннисные корты. Слева теннисный корт, справа корт для игры в падель. Это бесплатно, можете играть хоть целый день. Единственное, только надо будет платить, если вы хотите поиграть ночью. А это Departure Lounge. Здесь кайфовая история, можете кидать свои сумки, есть душ, раздевалка, гардероб, чай, кофе, какие-то десерты, напитки. Отдыхайте перед самолетом. А вот и наше главное здание. Вход в отель Rixos Premium Mogadishu Suite and Villas. С правой стороны всегда до входа отеля оставляются чемоданы новых приезжих гостей. С левой стороны мы видим зону отдыха с различными диванчиками, стульчиками, столами, где можно просто полежать. В холодное время года отель зажигает около каждого столика. Есть вот такие теплые лампы, чтобы вам не было холодно. На входе в отель всегда будет сидеть security для вашей безопасности. На входе нас встречает вот такой стол с различными закусками, с различными шоколадными конфетками, печеньками, вафельками. И есть мокрое полотенце, где вы можете протереть свои руки по приезду. С левой стороны располагаются диваны для отдыха, либо, когда вы только приехали, вы можете сесть и подождать сотрудника отеля, который вас заселит. С правой стороны зона ресепшена. По всем вопросам можно сюда обращаться и просить что-нибудь, какие-нибудь интересные развлечения, чтобы они вам придумали. Конечно, за дополнительную плату. Стойка Guest Relation. Здесь вы можете бронировать а-ля карт рестораны, предлагать различные изменения, улучшения и стойка консьержа. Здесь вы можете заказать такси, трансфер. И, кстати, здесь даже вы можете в этом отеле через консьерж-сервис заказать лекарства из аптеки. Просто даете список, их привозят, и вы платите на месте. На лобби в течение дня играет живая музыка. Девушки на пианино, на синтезаторе, на флейте играют различную живую музыку для вас. Места достаточно много. Всем его хватит. Это лобби-бар с премиум напитками, такими же, как и в Панорама-баре. Сотрудников очень много, поэтому ждать вам долго своих напитков не придется. Не переживайте. Конференц-комната. И английский паб. Туалеты и второй выход на территорию. По правой стороне у нас сразу же будет спа-центр и фитнес-центр. По левой стороне различный торговый ряд
с парфюмерными магазинами, какими-то магазинами одежды и различными аксессуарами. А теперь давайте сразу же отправимся на экскурсию в спа. В спа-центре вы можете сходить в спортзал, выпить коктейли, сделать прическу, маникюр, педикюр, получить огромный комплекс спа-процедур. Мы всем советуем по прибытию перед солнечными ваннами сделать себе процедуру пилинга, где вас и помоют, и помассируют, и поскрабят вашу кожу. И тогда солнышко будет ложиться на вашу кожу и будет прекраснейший у вас загар. Советуем всем. Приходите на ресепшн, и вам сделают обязательно огромные скидки. Это хамам. Здесь вы можете как бесплатно, так и за деньги прийти, отдохнуть, полежать на теплых камушках или за дополнительную плату заказать себе какие-нибудь процедуры. Везде установлены шкафчики, где вы можете взять свежее чистое полотенце. Есть джакузи. Перед хамамом желательно сходить сначала в джакузи, помыться, посидеть в сауне, посидеть в паровой сауне. Можно даже, если станет жарко, взять немножко снега и обтереться. Можете сделать себе какую-нибудь прическу, либо записаться на маникюр или педикюр. Есть комната отдыха, где вы можете заказать чай и просто поспать. Огромное меню витамин-бара, где свежевыжатые соки вам подадут в любое выбранное вами место. Спортзал работает каждый день с утра до вечера. Приходите, занимайтесь спортом. Это важно. Также есть комната VIP-массаж, где за дополнительные деньги массаж будет только вам. Вы будете только один в сауне, в джакузи и один лежать на этих прекрасных лежаках. Сауна небольшая, но довольно светлая и чистая. Температура 95-100 градусов. Везде установлены вот такие вот кнопки Emergency. Это в случае, если вам станет, не дай бог, плохо, нажимайте и к вам сразу же придут. Шкафчики в раздевалке, полотенца, халатики, тапочки. Все есть. Ничего с собой из номера тащить не надо. Различные аксессуары, принадлежности. А это лабиринт. Еще одна гордость Магавиш. И целый лабиринт под открытым небом. Единственное, конечно, когда очень жарко, советуем вам взять с собой бутылочку воды и одеть кепку, чтобы, не дай бог, не получить солнечный удар. Потому что вы можете просто немножко здесь заблудиться. А пить захочется. Если вы не снимаете пул-виллу, то вы будете жить вот в таких зданиях, которые находятся перед морем, либо в зоне Lotus Pool. Это 3-4-этажные здания, и вот такой вот вид у вас будет. Из бонусов то, что вы увидите море, потому что если вы будете жить в пул-вилле, которая прямо перед нами сейчас на картинке, то, конечно, море мы не увидим, она на первом этаже. А это зона Lotus. Здесь есть бассейны, бар, есть небольшие палатки и зоны отдыха, также пункт выдачи полотенец. Конечно, все бассейны подогреваемые. Абсолютно тихая зона, людей практически нету. Посмотрите, их, я бы сказал, вообще нету, потому что территория большая и все куда-то прячутся. Кто под пальмой, а кто на море. Отличное место, если вы просто хотите отдохнуть от криков, от музыки. Есть такие места, где вы можете спрятаться от солнца под крышей. Везде на всей территории будут стоять вот такие вот стенды, где будут указаны все мероприятия, все спортивные игры, все, что происходит в течение дня в отеле, даже что происходит в детском мини-клубе. Наверное, единственный минус таких корпусов то, что они еще дальше от моря. Даже если вы живете в пул-вилле, не в первой зоне, не на первой линии около лагун бассейна, то вам нужно будет минут 5-10 пройти до моря. С другой стороны, а что нам только сидеть в баре и кушать и пить? Надо же и походить немножко. Это детский мини-клуб Rixi Club с правой стороны. А с левой стороны зеленый сад.
куда мы сейчас, конечно, тоже с вами отправимся и посмотрим на различные растения. Детский мини-клуб Рикси. Есть на входе расписание, что происходит в течение дня. Да, он не такой огромный, конечно, как мы показывали детский мини-клуб, или даже точнее целый город Рикси Сити в новом отеле в Шарм-эль-Шейхе Риксос Радамис. Здесь он гораздо меньше. Но все равно все в достатке. Что еще вашим детям надо? Есть много вот таких зон, в каждой зоне своя тематика. Тут, например, игровая комната, где ваш ребенок может поиграть, посидеть. Это зона с приставками. Никого нет, посмотрите, нет очередей. Приходите и играете. Площадка с песочком и с какими-то лазилками. Качельки, горки. Все супер классно. За вашим ребенком будут смотреть и присматривать в течение дня. Не переживайте. А это органическая ферма. Гордость отеля Риксос. Здесь сотни различных посадок. Огурцы, помидоры, лемонграсс, баклажаны, какие-то различные сорта яблок. Просто супер. Вот погулять в теньке здесь и посмотреть на все. Вот, допустим, розмарин растет. Тут у нас какие-то баклажаны, наверное. Лимон. И сразу есть описание, где этот лимон растет и так далее. А это египетский хлопок. Ну согласитесь, ведь классно вживую посмотреть на хлопок. Если честно, я его вижу первый раз вживую. Вообще, как он растет. По всей территории будут установлены таблички с указанием, в какую сторону что находится. Вот, например, мы видим, что с правой стороны у нас Рикси Клаб. Хотите, не дай бог, в клинику, идите прямо. Ресепшн тоже прямо. Теннисные корты немножко по диагонали. На территории вы найдете 2 теннисных корта и 1 корт для игры в падель. Это бесплатно, бронировать ничего не надо. Приходите и играете, если корт свободен. Единственное, когда вам нужно будет заплатить, это только ночью, если вы решите поиграть. Потому что ночью включается освещение дополнительное, а за это берут деньги. Тут уж не обессудьте. Как есть, так есть. И то скажите спасибо на этом, потому что реально во многих отелях за это берут деньги дополнительные. Хотите поиграть в теннис, это что-то звучит на дорогом, соответственно, заплатите. А это корт для паделя. Корт выполнен из стеклянных стен, чтобы мяч никуда не улетел. А если повернуться на 180 градусов от ресепшена в сторону выезда и добраться практически до выезда, то с левой стороны у нас будет небольшой зоопарк, где есть курицы, петухи, кролики, лошадки и даже верблюд. А сейчас мы приехали на ферму Риксоса, о которой я говорил ранее. Там вот есть у нас лошадки, в конце мы видим прячется верблюд, а вот тут кролики, которых можно покормить. Берете морковочку в ресторане и кормите. А можно просто погулять по территории, посмотреть на лошадок, покормить их. За лошадками постоянно ухаживают. В течение дня их моют, вычесывают, выгуливают. Можно даже их покормить. Можно покататься на лошадях, можно на верблюде, можно просто пофотографироваться с ними. А если вы хотите красивое видео на закате, то возьмите тур, прогулку по пляжу на закате, на лошадях. Это классно. Вот мы и добрались до абсолютно новой зоны Bayview. Она находится прямо по другую сторону от ресепшена. С правой стороны у нас свой ресепшен и виллы.
а с левой стороны основные корпуса и свой бассейн. Кстати, вот с этого места отлично видно закат. Потрясающие виды. Трехэтажные здания, есть различные типы номеров. В некоторых номерах даже есть номера по типу апартаменты со своей кухней. Территория абсолютно тихая, здесь не так много людей, потому что многие люди уходят просто на море. Конечно, есть бар, есть такие холодильники с прохладительными напитками, пополняются постоянно, столики, музыка и бассейны. Обратите внимание, людей совершенно нету. Территория огромнейшая. Загрузка, как мы уже говорили, 95%. Идеально. Предлагаем подняться вместе на 3-й этаж и посетить один премиум номер со своей большой гостиной, кухней, со всей техникой и спальной зоной, а также просторной террасой со своей джакузи. Кухня полностью оборудована, большая просторная гостиная с огромным обеденным столом, зоной отдыха, телевизор и таким потрясающим видом на бассейн, а с левой стороны у нас Красное море. Есть много зон для отдыха, диванчики, столики, пуфики, гостевой туалет. Впереди у нас дверь, если вы хотите совместить свой номер со вторым соседским номером. А это мастер-бедрум. Справа гардеробная зона с халатами, слева ванная. Есть ванна с душем, 2 раковины, полотенца, все аксессуары. Еще один душ. И просторная гостиная с 2-спальной кроватью, прикроватными тумбами, рабочей зоной, зеркало и выход на террасу. Вы только посмотрите на размер этой террасы. Мне кажется, здесь терраса столько же квадратных метров, сколько сам номер, с шезлонгами и своим бассейном. Лежите в бассейне, отдыхаете вот с таким видом. Ну просто пушка, согласитесь. А теперь переходим к виллам, которые находятся по правую руку, где мы заезжали в Bay View. Очень просторные виллы, 150-170 квадратных метров. Очень много места, все чисто, много зон отдыха, обеденная зона, просторный обеденный стол с красивой сервировкой. Кухонная зона, также со всей техникой, вытяжками, чайными и кофейными аксессуарами, принадлежностями, микроволновый духовый шкаф. Около кухни сразу же будет туалет, чтобы не надо было никуда далеко ходить, если вы хотите просто даже помыть руки. На выходе из кухни сразу же нас встречает первый номер. Это скорее гостевой номер, где также может жить ваша няня, а может быть дети, как вы желаете. Прикроватные тумбы, телефон, розетки, везде система умного дома. Можете прямо с кровати открывать шторы, выключать свет или управлять домом. Большой телевизор, который можно крутить. Например, вы не хотите лежать на диване и смотреть телевизор, а просто хотите сесть на такой удобный пуфик и наслаждаться любимыми каналами. Ванная комната, халатики. Все в лучших традициях Риксоса. Вторая спальная комната, большая гардеробная зона, телевизор, тумбочки, рабочая зона и 2 отдельных дивана для 2 деток, например. Ванная комната с большим душем и мастер-бедрум с большой гардеробной зоной, утюг, фен, все есть. И посмотрите даже какие халатики.
Даже есть розовый и синенький для ваших деток. Очень просторная ванная комната с двумя раковинами, двумя зеркалами, со всеми принадлежностями. Просторный, вот такой симпатичный ванной. Конечно, есть и душевая, если вы не любите в ванной лежать. В душевой даже есть вот такой вот пьедестальчик, где вы можете сесть, включить горячий душ и думать, что вы в паровой бане. Телевизор, письменная зона, рабочая зона, диванчики для отдыха и большая двухспальная кровать. Конечно, мини-бар, он в каждом номере есть, и в каждой комнате. Пополняется по запросу. И выход на террасу, к своему бассейну, если захотелось поплавать или посидеть отдохнуть. Вообще, эта зона очень классная. И если вы хотите остаться на своей вилле, подальше от других гостей, то тогда выбирайте обязательно Club Privé виллы. Это очень классный экспириенс. Здесь можно гулять, отдыхать и, самое главное, отдохнуть от повседневной суеты. Бар «Панорама», который работает каждый день с 10 утра до 12 ночи. К сожалению, вход сюда только с 18 лет, поэтому сюда идем без детей. Очень уютное место, премиальные напитки, коктейли, панорамные окна. А вечерами здесь играет живая музыка. Часто происходят различные джазовые мероприятия. Вот, например, как сейчас. Но за бронировкой обращайтесь на Guest Relation. А на улице для вас открывается потрясающий вид на море, на Красное Египетское море и на весь пляж. Неподалеку виднеются яхты, такое ощущение, что ты в каком-то Дубае. А это строится новая арена для шоу, мероприятий, концертов. Это будет самая крупная арена в Хургаде. Прямо перед морем на первой линии у нас Лагун виллы. Это двухэтажные виллы. В каждом здании располагается два номера. Один номер на первом этаже и один номер на втором этаже. Если вам попадется номер на первом этаже, у вас, соответственно, будет выход к собственному бассейну. Вот так они выглядят вблизи. По сути, ничего не меняется от пул-вилл, в которой мы живем. Наверное, единственное отличие, что у вас есть вот такие вот виды на море. Но с другой стороны, музыка, шум, люди, которые ходят, кому-то это может не понравиться. Поэтому лучше всего перед бронировкой ознакомьтесь со всеми типами номеров, расположением, локацией, подумайте, где вам было бы комфортнее. А это главный бассейн Лагуна. Здесь проходят все активности спортивные, такие как плавающая йога, аквафитнес, акваэробика. Вокруг бассейна располагается множество шезлонгов, пункт выдачи полотенец. Ну и, конечно, в 20 метрах от этого бассейна у нас сразу же морешко и пляж. Пляжную зону рассмотрим немного отдельно. А вот и активности. Главный бассейн Лагун Пул. Кто-то играет в дартс, диджей задает ритм, а кто-то занимается спортом. Итак, это у нас главная арена. Здесь проходят вечером различные активности, шоу. Играют группы, а потом играет диджей.
Но иногда диджей перебирается на пляж. Сразу около главной арены по правую сторону пивной бар. За пивным баром ресторан а-ля карт «Мангал». Это один из ресторанов а-ля карт, который работает в каждом Риксосе. Если кто-то еще не был в других Риксосах, ресторанах а-ля карт «Мангал», то я быстренько напомню. Вы приходите, выбираете себе блюдо, и вам его готовят на мангале. И потом приносят на стол. Стол сервируется с различными соусами, салатиками, закусками и, конечно, приготовленное вами мясо или гриль-овощи. В общем, кайфовая история. Также здесь азиатский ресторан расположился. В азиатском ресторане вы найдете огромное количество выбор блюд. Супы, салаты, основные блюда, суши, роллы, татаки. Следующий а-ля карт ресторан «Лязар». Это ресторан турецкой кухни. Тоже все очень чистенько, красивенько. Большая печь на дровах, чтобы, видимо, жарить лепешечки. А дальше главный ресторан «Туркис». Уже нам известный по всем предыдущим видео из сети отелей Риксос. Ну что, добро пожаловать в главный ресторан «Туркис», где проходят завтраки, обеды и ужины. Завтрак с 7 утра до 10 утра, затем поздний завтрак с 10 до 11, обед с 12:30 до полтретьего и ужин с 8:30 до полдесятого вечера. Зал довольно большой, есть очень большой выбор различных блюд, есть внутренняя посадка, есть посадка на улице. Есть отдельно вот такая зона, она тоже внутри, но по сути она и на улице, потому что здесь открытые окна. Это зона пасты. Выбираем тип пасты, выбираем, с чем наша паста будет, и шеф готовит. Идем дальше. Сезонные фрукты. Все, что есть в этом сезоне, у вас будет на кухне. Различные такие десерты. Различная лапша, рагу, филе, диетическое мясо вареное, салаты, овощи. В принципе, как и в любом другом отеле Риксос, здесь будет все в огромном изобилии и достатке. Но голодным вы точно не уйдете. Хотите холодные нарезки рыбные, пожалуйста. Хотите сыры, пожалуйста. Хотите горячие блюда, да вообще без проблем. Смотрите, даже есть попкорн, чеснок, различные кофты. Сегодня уточка на обед. Вечером здесь тоже работает гриль-зона. И обратите внимание, есть различные мясные блюда. Курица, баранина, говядина. Вы просто выбираете понравившийся вам кусочек, и вам его готовят на углях. Итак, наконец-то пляжная зона. Смотрите, где мы находимся. Впереди у нас главный ресторан «Туркис», бар «Панорама» и а-ля карт рестораны, за которыми находится бассейн главный «Лагун». С левой стороны в конце маленький пляж, о котором никто не знает. Мы вам покажем его обязательно. Дайвинг-центр, ресторан греческой кухни а-ля карт «Миконис», кабаны, волейбольные площадки. И дальше расстилается 500 метров пляжа. Пляж сделан очень удобно. Я бы его разделил на зоны, потому что в одной зоне у вас будут лежаки без бара, во второй зоне бар, в третьем мороженое, в четвертой зоне а-ля карт ресторан, сальт и так далее. Но посмотрим все более детально. На пляжной зоне под баром «Панорама» находятся точки стрит-фуд. Здесь вы можете в течение дня, если проголодались, заказать какие-то себе снеки или быстро перекусить. Например, в первой палатке мы можем заказать вот такой вот донер-кебаб. Вторая зона
Это печеная картошка. Картошка разрезается, кладется туда сыр, чесночок, различные пряности и вуаля. Справа бургеры, а слева вок-лапша. Все это чудо открыто каждый день с 12 до 5 вечера. То есть в то время, пока вы на пляже, чтобы вам не бегать и не искать, где можно перекусить, приходите, взяли быстренько себе покушать, покушали и побежали снова принимать солнечные ванны. Давайте закажем один кебабчик, одну шаурму. Yes, hello, one please. А еще возьмем бургер, давайте. Ну вот, и обед готов. Можно перекусить и быстро бежать обратно к бассейну на акваэробику. Давайте развернем его. Ну что, стандартная булочка с сезамом, листик салатика, лучок, помидорчик, сыр и мясо. Ничего лишнего, но выглядит аппетитно. Холодильник с напитками, вода, кола, фанты, спрайты, швепс. Небольшая зона отдыха со столиками, также под баром «Панорама». С другой стороны от стритфуда у нас прячется вот такой кофейный бар, где в течение дня вы можете прийти и заказать любые кофейные напитки. Горячий шоколад, эспрессо, капучино, макачино, латте, все что угодно. Для любителей чая даже есть небольшой ассортимент чая. С правой стороны ресторан People's. Здесь можно завтракать. Единственное, завтракать там можно только без детей. Ну, сами понимаете, многие утром просыпаются, они еще не поняли, кто они, и не хотят слышать детские крики. А вечером здесь у нас открывается бразильский ресторан а-ля карт и итальянская кухня. В бразильском ресторане а-ля карт следующая система. Вы идете в помещение внутри, берете тарелки и набираете себе сами салатики, закусочки, соуса, хлебушки, а мясо вам приносят на стол и нарезают его. Помимо салатов у нас тут идут различные гарниры, рис, такая вот запеченная картошка сегодня, красная фасоль с мясом, и какой-то суп говяжий. Куриный супчик, наваристый. Ну что, набрали, теперь идем за стол и будем ждать, когда нам принесут что-нибудь мясное. В течение вечера шеф приносит вам различные блюда и предлагает. Есть куриные крылышки с пармезаном, говядина, баранина, все, что душе угодно. Посмотрите. Баранина. Если вы хотите кушать, ставьте такую штучку на стол, красным вверх или зеленым вниз. А если наоборот, я наелся, спасибо, баста, больше никакой еды. Повторюсь еще раз, пляжная зона расстилается на 500 метров. Лежаков хватит всем, хотя на первый взгляд может показаться, что нет. Везде стоят таблички, что полотенце через час, если оно будет лежать на лежаке без людей, оно забирается. Но я бы, если честно, это правило поменял бы на минут 20, наверное, ну, может быть, 30. Если шезлонг остается не занят, то есть без присмотра в течение более 1 часа, любые личные вещи оставленные будут отправлены в офис утерянных вещей. То есть вы их найдете в Lost and Found. Поэтому не нужно, как большинство вот так вот людей, приходят, кидают свои вещи и просто уходят на полдня. Иначе просто в противном случае вы придете на пляж и не найдете своих вещей. Будете потом бегать, кричать и искать их. Но незнание правил не освобождает от их ответственности. Здесь у нас еще одна стойка стритфуд, где можно в течение дня заказать гюзлемы, тосты, либо картошку фри.
Вот мы пришли за гюзнем с сыром. Как видите, есть у нас с сыром, с мясом и с картошкой. Есть различные тосты с сыром, солями, микс и картошка фри. Место для игры в бочу. Небольшой уютный закуток лаунж-зоны, где можно вечером заказать кальян, а днем можно насладиться теньком на вот таких вот комфортабельных диванчиках. Либо под солнцем а-ля карт ресторан «Сальт». Днем можно просто посидеть, отдохнуть, попить коктейльчики, а вечером поужинать. За бронировками, естественно, на Guest Relation. А за рестораном «Сальт» у нас располагается оставшаяся тихая пляжная зона. Там вы не найдете ни баров, ни стоек с мороженными, пирожными, стритфудами. Только вы, лежак и солнце. И последняя локация, интересная для многих, это стойка с мороженым. Здесь вы можете приходить, заказывать различные мороженые, посыпать их присыпками, топпингами и другими всякими вкусняшками. Дальше у нас пул-виллы и в конце за деревьями Royal виллы, королевские, стоимость которой, кстати, варьируется от $5000 за сутки. В территории есть 4 королевских виллы. Вилла 944 квадратных метра. Может в себя разместить 8 человек, 2 дворецких, 2 нянь, 2 комнаты с полноценными двухспальными кроватями, 2 комнаты с одноместными кроватями, свой батлер, свой личный шофер, своя прислуга. Итак, смотрите, вот мы входим. Огромное такое фойе. Сразу же есть гостевой туалет, кухня. Здесь ваш дворецкий будет готовить вам любые напитки, которые вы только пожелаете. Кофе, чай, напитки, воду, соки, даже коктейли. Четыре мини-бара, холодильник, полностью оборудованная и мебелированная кухня. Есть абсолютно все, чтобы повар приходил и готовил вам. Просто скажите и позовите его. Вы только посмотрите, какая замечательная и красивая сервировка. Все выполнено в лучших традициях Риксоса. Огромная гостиная с видом на море. Лежите, отдыхаете, смотрите телевизор и наслаждаетесь. И вот такая небольшая рабочая зона, где есть столики, различные пульты для управления смарт-телевидением, каналами, музыкой и прочими интересными медийными штуками. Давайте посмотрим теперь, какие комнаты здесь есть, а потом выйдем уже непосредственно на террасу, посмотрим бассейны, посмотрим кабаны и прочие прелести. Вот такой вот коридор, который разделяет 3 комнаты. Первая комната. Небольшой туалет, душ и небольшая спальная зона с 2 односпальными кроватями. Могу предположить, что это для нянечки или для дворецкого, если вы, конечно, с собой его взяли, а не забыли у себя его дома. Идем дальше. Комната номер 2. Также небольшая ванная комната с душем, со всеми ванными принадлежностями, как и в любом другом номере Риксоса. Самое удивительное то, что в любом номере Риксоса, неважно какой категории вы выбрали, королевский номер или обычный сьют, вам все равно будет предоставлено абсолютно все те же принадлежности, халатики, тапочки, ванные аксессуары бесплатно. Просто попросите на ресепшене, если у вас чего-то нету. Каждый номер включает в себя, конечно,
гардеробную зону с вешалками, дополнительными подушками, халатами и тапочками. Ого, вы посмотрите. Золотые тапочки. Может быть, взять с собой? У нас таких в номере не было. Видимо, вот отличие. Королевская вилла, королевские тапочки. Третья комната. Уже чуть больше. Рабочая зона с зеркалом, где девушки могут прихорошиться перед вечерним ужином. Очень большая кровать. Телевизор. Различные элементы декора. И ванная. Ванная непросторная, чуть побольше, чем в предыдущих комнатах мы смотрели. Но, с другой стороны, а зачем большая ванна? Ну что вы там собрались, танцевать? Хотя, наверное, люди, у которых очень много денег, и они готовы тратить такие большие деньги на съем виллы, то, наверное, им хочется огромного пространства. Каждому свое. Переходим дальше. Это у нас мастер bedroom. Что я могу сказать? Я думаю, что половина населения даже не имеет таких квартир, как эта спальня для хозяев. Огромная гардеробная зона с кучей различными полочками, шкафами, где можно положить любые свои личные вещи. Вот такая рабочая зона. Здесь вы можете гладить свою одежду. Ну, конечно, это будете делать не вы, а ваша няня или прислуга. И ванная комната с двумя раковинами, аксессуарами, полотенцами, огромным зеркалом, просторным туалетом и просторной душевой кабинкой. И очень просторная мастер-спальня. Как из гостиной, так и из мастер-спальни вы можете попасть на улицу. Штора открывается автоматически, либо вручную. Открываете дверцу и попадаете на улицу. Здесь будет вас ждать 4 лежака, пуфики, стол для зоны отдыха, свой собственный бассейн. В отличие от пул-вилл, здесь не будет никаких соседей. Вы будете только одни, наедине с природой. Еще одна зона отдыха для принятия гостей, приятного времяпровождения вечером. А это обеденная зона. Хотя вы можете здесь и позавтракать, или поужинать, если не хотите идти в другие рестораны. Почему нет? У вас свой повар, у вас свои горничные, няни, дворецкий. Делайте, что хотите. Стоимость такой виллы порядка $5000. Но цены варьируются, есть различные скидки, горячие предложения. Всегда спрашивайте либо у своего туроператора, либо напрямую в отеле. И вам, я уверен, сделают невероятное интересное предложение, от которого, скорее всего, вы не сможете отказаться, если вы уже заинтересовались такой виллой. А теперь предлагаю переселиться в обычную пул-виллу, которая дешевле. Ну что, давайте посмотрим, как выглядит пул-вилла номер. Заходим. Это двухкомнатная вилла с гостиной мастер-бедрум. Давайте начнем с коридора. В коридоре шкаф-купе с вешалками. Есть вот такая вот гардеробная зона. Сейф, сумочки, подушки, дополнительное одеяло. Входная группа. С правой стороны у нас мастер-бедрум, двухместная кровать, столик для личных вещей, телевизор, есть холодильник мини-бар, столик, где можно поработать, и выход на террасу. Все пул-виллы находятся на первом этаже, соответственно, у вас будет выход прямо на улицу. Телефоны, розетки, большое зеркало, ванная комната, 2 раковины, душ и туалет. Конечно, все принадлежности и аксессуары ванные от Rixos вам будут доступны. Шапочки, щетки зубные,
тампоны, прокладки, пилочки для ногтей, все. Идем дальше. Мини-бар, конечно, пополняется ежедневно. Если что-то закончилось, по запросу можете позвонить на ресепшн. Вода, чай, кофе, сахар, кофейные капсулы. Все это пополняется ежедневно. Чипсы и различные снеки. В мини-баре прохладительные напитки, вино, вода, шоколадки. И вот такая гостиная. Диван, который можно превратить в спальную зону. На въезде нам предоставили любезно от Риксоса небольшие закуски и welcome напитки. Есть большое панорамное окно, которое я сейчас покажу, как открывается. Вот такой есть пультик. Вот так вот можно нажать и закрыть. Но нам закрывать его сейчас не надо. Мы, наоборот, его откроем. Переключаем на другой режим и открываем вторые шторы. Преимущество пул-виллы – это то, что у вас практически личный бассейн. Почему практически? Потому что вы его шарите с другими виллами. По факту здесь 1, 2, 3, 4, наш 5 номер, 6, 7. То есть с 7 другими гостями вы шарите в бассейне. Но все равно вы в каком-то уединении, где можно отдохнуть и насладиться. На своем лежаке спокойно отдохнуть. А в отеле Rixos есть отличная опция – завтрак в бассейне. Давайте сейчас покажем, как это выглядит. Просыпаетесь себе не спеша, нажимаете кнопочку, и открываются у вас шторы. Берете капсулу, засовываете в кофейный аппарат, делаете кофе, открываете вторые жалюзи и выходите к себе к бассейну. Но где же завтрак? А завтрака нет. Мы же забыли позвонить. Сейчас это исправим. А вот и наш Ахмед, Good morning, sir. How are you? который принес нам свежий завтрак. Сейчас все это будет сервировать на специальный поднос плавучий и опускать его в бассейн. Дальше вы просто плаваете и кайфуете. А если мы повернем на левую сторону и пойдем вот туда, в сторону греческого ресторана а-ля карт Миконос, то первая нас встречает фотозона для вашего какого-нибудь частного мероприятия, где вы за $100-150 можете ее забронировать на вечер под свое мероприятие. Например, у вас романтическое свидание, или вы хотите сделать предложение своей будущей жене, а может быть у вас день рождения. Не проблема. К примеру, сегодня какой-то из гостей будет делать предложение своей девушке. Значит, поставит надпись Love. Если у вас день рождения, поставит Happy Birthday. А вот идет уже декорация к празднованию дня рождения. Следующая локация – это кабаны. Rixos предлагает различные типы кабан. Есть кабаны самые простые, цена ориентировочно $100-150. Там просто будет 2 лежака и вот такая вот кабана. Есть кабаны с массажными столами даже. Вы лежите на пляже, отдыхаете. Вы только представьте, вам делают массаж. Но есть самая дорогая кабана – $500. Она включает в себя напитки, шампанское, фрукты, закуски, своего официанта, гамак, лежаки, пуфики, телевизор и даже джакузи. Также вам принесут вот такую вот сап-доску, на которой вы можете покататься. Смотрите, какой потрясающий уют. Хотите фруктов? Попросите. Хотите пополнить мини-бар напитками прохладительными? Только скажите. Хотите выпить потрясающего охлажденного шампанского? Попросите. Это же Rixos. Здесь возможно все. Только попросите. Хотите покататься на сапе? Берем и понесли.
А потом сидишь вот так вот на своем сабе, наслаждаешься и смотришь на пляж. Но красота ведь нет? Шикарно. Преимущество аренды самой дорогой кабаны заключается в том, что у вас личный официант, как я говорил ранее. Нажимаем кнопочку «Вызвать специально обученного человека» и ждем. Холодильник с напитками, если станет очень жарко. Вообще это очень круто, что на всей территории есть такие холодильники. Ну согласитесь, ребят, вам жарко, вам хочется пить, ну а что еще делать? Ну не бежать же куда-то в номер или не таскать с собой постоянно эту воду, которая через пару минут станет теплой. Просто подошли, нашли холодильник, взяли, попили. Ну просто респект. Следующая пляжная зона — это пляжный футбол, волейбол, пинг-понг. В этом месте находится первое, это у нас Pirate Shop. Здесь у нас клуб дайвинга, различные аксессуары для плавания можно купить. Затем у нас идет барная стойка, ресторан Миконос, он же а-ля карт. Здесь можно завтракать, обедать и ужинать, но ужинать только по записи через Guest Relation. На втором этаже можно курить кальян, за ним небольшой пляж, о котором никто не знает, мы его покажем обязательно. И, конечно, диско-клуб. А дальше пирс, откуда вы можете отправиться на экскурсию, путешествие, покататься на парасайлинге, взять батут, на банане погонять и так далее. А если вы хотите прокатиться на любом водном видном транспорте, ну или какую-то взять небольшую экскурсию, например, на Белый остров, немножко поплавать с маской для снорклинга. Да, кораллового рифа там нету, но все равно какие-то красоты вы там увидите. То подходите в Пират Дайвинг Центр, бронируйте себе лодку и отправляйтесь. А сейчас мы покажем вам, как это выглядит. И мы отправимся с вами на White Island. Такая вот маленькая лодочка скоростная Зодиак. Так, ну вот, буквально 7 минут, и мы прибыли на первую локацию. Недалеко. Вот Белый остров, так называемый. А вот мы приехали на Blue Lagoon. Это вот такой небольшой островочек, который, когда отлив, можно во время отлива можно погулять. А иногда во время прилива и не погуляешь на нем. Ну что, вот мы и добрались до последнего ресторана а-ля карт Миконос. Это ресторан греческой кухни. Здесь можно ужинать по системе а-ля карт, конечно, бронируйте через Guest Relation, но самый главный бонус, о котором мало кто знает, здесь можно и обедать. На обеды здесь каждый день новое меню, поэтому у вас не будет такого, что на второй или третий день вам просто наскучат уже известные блюда, которые вы брали. Такое красивое помещение с интересными элементами декора, потрясающие тарелочки, все очень классно. И обратите внимание, сейчас день, обед, а людей практически нету. На крыше ресторана Миконос есть руфтоп. Здесь можно также посидеть, отдохнуть, почилить или покурить кальян, или просто посидеть и посмотреть на Красное море. Как вам душе будет угодно. С крыши открываются также потрясающие виды. Пляж, о котором мало кто знает. Лежаков здесь немного, но людей вообще нету. А так выглядит вечерняя дискотека. Она находится прямо около ресторана Миконос. Ну что, друзья, на этом наш обзор Риксос Магавиш Сьютенвилла подходит к концу. Это именно тот случай, когда отель действительно соответствует своему уровню. Большая зеленая территория, просторные виллы, отличный сервис, качественная еда и ощущение уединенного, спокойного, но при этом очень комфортного отдыха. Здесь одинаково хорошо будет и семьям с детьми, и парам, и тем, кто просто хочет перезагрузиться, ни о чем не думая. Это не просто отель в Хургаде, еще один. Это полноценный курорт, в котором легко провести весь отпуск, даже не выходя за его территорию. Спасибо за просмотр и до новых обзоров, до новых встреч.